Отдай еще денег, нам не хватило, виновато ответила Алина. Нужно еще добавить, иначе внесенный аванс пропадет. Лидия Аркадьевна всегда была женщиной самостоятельной и серьезной. Много лет назад она развелась с мужем, одна вырастила дочь Алину, оплатила ей учебу и свадьбу и, наконец, могла начать копить на свою мечту. Лидия Аркадьевна была педагогом, сейчас занимала должность директора школы. Она мечтала в 65 лет уйти на покой, купить домик у моря в тихом живописном месте, где не будет вечного шума и бесконечных толп туристов. Об этом знали все близкие. «Мама, как замечательно ты придумала!» — восхищалась Алина. «Мы сможем приезжать к себе Сереже и внуками в отпуск. А как я понимаю, внуки не планируются?» — вздыхала Лидия Аркадьевна. «Что твой Сережа вообще думает? Вам скоро по 40 лет, а ни кола, ни двора нет. Сейчас сложно купить жилье», — возмущалась Алина. «И вообще, ты слишком скептически против него настроена, а мой муж старается». «Ага, как не приеду, он в компьютере сидит, в наушниках играет своих. Твой Сережа будет спокойно жить и в коробке от холодильника, если туда интернет провести». Дочь обижалась и дулась, а Лидия Аркадьевна понимала, что больше не может все вывозить на своих плечах. Пенсионного возраста она уже достигла и теперь увлеченно смотрела дома, выставленные на продажу, стараясь откладывать буквально каждую копейку. Тем временем коммунальные платежи в ее доме росли такими темпами, что квартира постепенно превратилась в роскошь, а горячая ванна — в привилегию, которую можно было позволить себе не каждый день. Да еще и на работе возникали проблемы. К ним в школу прислали работать дочь начальницы отдела образования Карину. Ей было 40 лет, и она явно метила в директорское кресло, неделикатно намекая на это Лидии Аркадьевне. «Вы же сами говорите, молодым везде дорога», — заявляла ей Карина. «А сами вцепились в эту должность клещом и никого туда не пускаете. Кариночка, я доработаю сколько смогу, и пусть уже кто-то другой это знамя подхватывает», — улыбалась ей Лидия Аркадьевна. «Ты поработай хоть пару лет, в дела вникни. Знаете, я начинаю думать, что вы вообще не собираетесь уходить», — заявила ей Карина. «Надо маму попросить устроить проверку вашей деятельности». Теперь в ее школе проверки шли стройным маршем, одна за другой. Видимо, Карине очень хотелось директорскую зарплату. А Лидия Аркадьевна считала дни до того момента, когда ей все-таки хватит на покупку того самого домика. Свою квартиру она планировала оставить дочери и ее непутевому мужу в надежде, что у них хоть так появятся внуки. В самый разгар конфликта с Кариной после изматывающей череды проверок в гости к Лидии Аркадьевне однажды нагрянули дочь с зятем. Вели они себя словно две лисы в курятнике, все время юлили, улыбались и переглядывались. Наконец Лидия Аркадьевна не выдержала. «Да хватит уже, говорите, что происходит». «Мама, понимаешь, нам больше не на кого рассчитывать», — торжественно начала Алина. «Мы решили брать ипотеку, тем более я беременна, срок маленький, но потом же будет материнский капитал». «Прекрасная новость», — обрадовалась Лидия Аркадьевна. «Теперь понятно, чего вы такие загадочные. А от меня чего хотите?» «Нам не хватает всего лишь первого взноса, 2 миллионов», — законючила дочь. «Мамочка, мы же знаем, у тебя есть деньги, если сейчас не нести, квартира уйдет. А у вас самих сколько накоплено?» — поинтересовалась Лидия Аркадьевна. «Для меня это солидная сумма, из-за которой придется еще отложить выход на пенсию». «Мама, у нас ничего нет, но Сережа обязательно заработает», — весело болтала Алина, косясь на мужа. «Он мне обещал». «Ну, не знаю», — вздохнула Лидия Аркадьевна. «До сих пор не заработала, а тут вдруг все изменится». «Мамочка, ну хочешь, я на колени встану?» — продолжала трещать Алина. «Но это последний раз я тебя о чем-то прошу. Только не заводи снова свою шарманку про оплату нашей свадьбы и моей учебы. Просто скажи, можешь дать деньги или нет?» «Хорошо, я дам вам эти деньги», — вздохнула Лидия Аркадьевна, у которой сильно заболела голова. «Когда они нужны?» «Чем скорее, тем лучше. Нас риэлтор торопит», — улыбнулась Алина. Зять вслед за женой просветлел лицом. Добившись согласия на передачу денег, они почти сразу ушли. Лидия Аркадьевна выпила чай с лимоном, пытаясь унять головную боль, и задумалась о том, что новость о беременности дочери восприняла вскользь. Хотя это было большим событием, но сами Алина и Сергей, видимо, не придавали этому большого значения. На следующий день с самого утра дочь и зять попеременно изводили ее звонками, спрашивая, успела ли женщина уже сходить в банк и снять деньги. Лидия Аркадьевна злилась, но в обеденный перерыв все же сходила в отделение, где ей пришлось доказывать, что деньги нужны не для передачи мошенникам. «Создали вы мне лишние проблемы», — сказала она Алине вечером. С трудом убедила банк, что могу забрать свои же деньги. «Ну, мамочка, зато ты это сделала», — обняла Лидию Аркадьевну дочь. «Это самое главное. Кстати, давай их поскорее, и я поеду». «У вас что, риэлтор ночами работает?» — усмехнулась ее мать. «Нет, Алина, при всей любви деньги тебе и Сергею я дам только под расписку от вас обоих». «Да что ты еще выдумала? Мы просим не в долг, а насовсем», — возмутилась Алина. «Ну вот, выделите мне долю в купленной квартире», — улыбнулась Лидия Аркадьевна. «Считай, что это страховка». Насмотрелась я на недобросовестных мужей своих подруг при разводе. «Сережа на такое не согласится», — тут же заявила Алина. «Его и так обижают твои отношения, как будто он никчемный человек». «А так и есть», — улыбнулась Лидия Аркадьевна. «Так что, вам нужны деньги или нет?» Нехотя Алина покинула дом матери и позже вернулась с еще более недовольным Сергеем. Тот быстро подписал составленную тещей бумагу, потом долго и тщательно пересчитывал деньги, демонстративно косясь на Лидию Аркадьевну. То и было неприятно, но пришлось потерпеть. После передачи денег дочь не показывалась больше месяца. На звонки отвечала коротко. Лидия Аркадьевна чувствовала, что дело нечисто, и однажды приехала к дочери и зятю, чтобы поговорить. На работе в тот день у нее уже состоялся разговор на повышенных тонах. Настроение было взвинченное, а тут еще и Алина с порога заявила матери: «Только ненадолго, нам скоро уходить». «Ну, конечно. А как поживает
квартира. Вы ее уже купили? Могу я взглянуть на документы? Нет, еще, мам. Внезапно покраснела Алина. Понимаешь, там у продавца какие-то проблемы с альтернативной сделкой. Ну, давайте хоть на осмотр съездим, предложила Лидия Аркадьевна. И вообще, если деньги не потрачены, пусть лежат у меня. А их нет, буркнул Сергей. Мы аванс несли, чтобы квартиру никто не забронировал. Сердце Лидии Аркадьевны сжалось от плохого предчувствия, но дочь смотрела на нее такими жалобными глазами, а живот уже слегка округлился. Она подумала, что если сейчас откажет, то потом всю жизнь будет винить себя. «Сколько еще нужно?» – спросила она, стараясь сохранять спокойствие. «Ну, еще 500 000, – пролепетала Алина, избегая ее взгляда. Лидия Аркадьевна молча достала кредитную карту. На ней было немного, около 300 000. Сняла все до копейки. «Вот, это все, что у меня есть. Больше взять негде». Алина взяла деньги, не сказав ни слова благодарности. Ушла, оставив Лидию Аркадьевну в полном смятении. Прошло несколько месяцев. Алина редко звонила, ссылаясь на плохое самочувствие. Сережа вообще пропал с радаров. Лидия Аркадьевна чувствовала, что что-то не так, но боялась спросить. Однажды, возвращаясь с работы, она увидела у своего подъезда новую машину, дорогую иномарку, явно не по карману ни Алине, ни Сереже. Из машины вышла Карина, та самая из школы. «Лидия Аркадьевна, здравствуйте», — сладко улыбнулась она. «А я к вам. У меня тут новость для вас интересная». Лидия Аркадьевна почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Слушаю вас, Карина. Знаете, тут такое дело, ваша дочь, Алина...» Карина замялась, словно подбирая слова. Она с моим мужем встречается. Давно. И ребенок этот, которого она ждет, он не от вашего зятя, а от моего мужа». Лидия Аркадьевна молчала, не в силах произнести ни слова. Она чувствовала, как земля уходит из-под ног. «И еще», — продолжала Карина, наслаждаясь ее замешательством, «квартиру они никакую не покупали. Все деньги, что вы им дали, они потратили на машину. Для меня. Такой вот подарок за будущего ребенка». Карина села в машину и уехала, оставив Лидию Аркадьевну стоять посреди двора, раздавленной и опустошенной. В голове билась только одна мысль: как же я могла быть такой слепой? Лидия Аркадьевна с трудом удержалась на ногах. Слова Карины оглушили сильнее, чем удар. Она машинально поднялась в квартиру, где каждый предмет напоминал о дочери, о ее детстве, о тех надеждах, которые она на нее возлагала. Не в силах больше выносить эту тишину, она включила телевизор. На экране как раз шла передача о мошенниках, обманывающих пенсионеров. Диктор рассказывал, как преступники входят в доверие, выманивают деньги, а потом исчезают, оставляя жертв ни с чем. Лидия Аркадьевна вдруг осознала, что все это время сама была героиней такой передачи. Алина и Сергей. Они сыграли свои роли идеально. Беременность, ипотека, первый взнос, ложь, ложь, ложь. Она бросилась к телефону, чтобы позвонить дочери, но вовремя остановилась. Что она ей скажет, что спросит, что услышит в ответ? Снова ложь? Нет, она больше не могла этого вынести. Вместо этого она набрала номер полиции и рассказала все, как было. Про 2 миллиона, про кредитную карту, про обещание и обман. В трубке ей пообещали разобраться. Прошло несколько дней. Полиция действительно провела проверку. Выяснилось, что никакой ипотеки в помине не было. Алина и Сергей успели потратить деньги, купив дорогую машину и сделав ремонт в квартире, которую они снимали. Их арестовали. Лидия Аркадьевна сидела в пустой комнате, смотрела в окно и не чувствовала ничего, кроме усталости и какой-то вселенской тоски. Да, справедливость восторжествовала. Преступники наказаны. Но что это меняет? Деньги ей вряд ли вернут. На домик у моря можно забыть. Да и захочется ли ей теперь этого домика? Без Алины, без внуков. Жить одной в тихом живописном месте – это теперь не мечта, а приговор. В дверь постучали. На пороге стоял следователь. «Лидия Аркадьевна», – сказал он, – «у нас для вас новости». Алина призналась. Она сказала, что все это спланировал Сергей. Он убедил ее, что это единственный способ получить деньги, а потом он планировал ее бросить. Без денег. Лидия Аркадьевна закрыла глаза. Она не могла больше это выносить. Предательство дочери – это было больно. Но это еще можно было как-то понять. Писать на молодость, глупость, любовь, но такая циничная, жестокая ложь. Это было выше ее сил. Она открыла глаза и посмотрела на следователя. «Спасибо», – сказала она тихо. «Теперь я знаю все. Теперь я знаю, что жила в мире иллюзий. И теперь я осталась совсем одна». Следователь молча ушел. Лидия Аркадьевна снова села у окна и смотрела, как за окном медленно гаснет день. Она осталась одна. Без денег, без мечты, без надежды. Только с болью и разочарованием в сердце. И эта боль, казалось, будет длиться вечно.